Всем привет! Первая часть моего рассказа про поездку в Венгрию в 1983 году в составе студенческого строительного отряда вызвала хороший интерес, много комментариев и просьб продолжить. Итак, продолжаю. Это будет вторая часть, всего их будет 3. Вот во второй части на сцену выходит фигура стукача. Ну как же в советской делегации, в группе советских туристов, да без стукача. Никак нельзя. Итак, слушаем. В первой части вы узнали про поездку в 1983 году. Это расцвет застоя. Андропов у власти. И вот студенческий, международный строительный студенческий отряд едет в Венгрию. Ну, и я в его составе. И там в рассказе было в первой части, как мы работали на заводе в Будапеште. Ну, и о шоке от материальных и духовных ценностей, которые были доступны в социалистической Венгрии. Итак, продолжение. С утра и где-то там, очень рано рабочий день начинался, и где-то до 3 часов мы работали на заводе. А потом вечерами был интерлагерь. То есть вот в общежитии технического университета, в котором мы жили, там были, скажем так, отряды из самых разных стран. Причем не только социалистических, но и капиталистических. И были просто отдельные участники. Там я познакомился, там много общались с американцем одним. Он как-то говорил по-русски, из Сиэтла. Товарищ. Были там голландцы, большой отряд, были шведы, были немцы, были испанцы. То есть вот там из социалистических стран были все соцстраны. А из Советского Союза было там около десятка разных групп. То есть мы были Новосибирск, были из других городов России, там Москва, Петербург, Ленинград тогда. Были белорусы, были эстонцы, были литовцы, были киргизы и были туркмены разные из Советского Союза. По вечерам каждый день был вечер какой-то страны или какого-то отряда. Новосибирск мы устраивали там презентации Новосибирска, что-то там рассказывали, и на самом деле покупался какой-то алкоголь, который разводился там, делался какой-то напиток, и этот напиток там половником разливали по стаканам. Были какие-то закуски, иногда бывали там какие-то печеньки, вот такое. И при этом такое общение, и при этом некоторая программа, то есть если это были страны, они там национальные костюмы какие-то одевали, что-то делали такое, что характеризовало их страну. Было интересно, весело. И там мы столкнулись, интересно, еще раз, это 1983 год, это андроповское время, то есть это все Советский Союз, все жестко, все четко. У нас была группа из Литвы. Они при поселении, в самом начале, они сделали 2 трюка. Во-первых, они потребовали себе переводчика с английского. То есть им, принимающая страна, венгры, предоставили переводчика с венгерского на русский. Они сказали: нет, мы русский язык не понимаем, но мы все говорим на английском. То есть, если вы не можете найти венгерско-литовского переводчика, пожалуйста, дайте с венгерского на английский. Им было дано. И второе, то есть на каждой комнате, в соответствии с тем, откуда, был флажок и надпись. Например, у нас был флаг Советского Союза и надпись СССР. Они эти поснимали таблички, и у них были свои, заготовленные, видимо, заранее. Там был флаг Литвы и написано Литва, Литауэн. Потом там посол прибегал Советского Союза в Будапеште, там были какие-то разборки, но литовцы, в общем, с самого начала поставили себя так. Что интересно, то есть они же тоже проходили проверку в органах, госбезопасности, видимо, в литовской. Как-то все это было, но ребята молодцы, они не боялись, и они себя поставили так. Дальше мы поехали. Когда мы благополучно отработали, потом было долгое разбирательство, как платить деньги. То есть, например, мы работали в тяжелом цеху, то есть с ломами грузили этот бетон, там что-то. Это была достаточно тяжелая физическая работа. И из западных стран там группы, им поручают, например, мести там, приводить в порядок газон.
Ну, какая-то легкая. Соответственно, там возникал вопрос, наш Берти, он, видимо, не очень денежный был товарищ, он был членом штаба, который вот все это делал. Он требовал, чтобы вот кто где работал, какая выработка, сколько полагается, с тем столько и заплатить. Ну, соответственно, он тоже работал с нами, он тоже рассчитывал получить побольше. Но в итоге штаб принял решение всем дать поровну. Ну, нам дали какое-то количество форинтов, что было очень неплохо, иметь дополнительные там на карманные расходы. Вот. Ну, мы уже прибарахлились, я, естественно, джинсы, я своей будущей супруге в подарок, ну, кубик Рубика, ну, что-то такое, какие-то вот такие вещи, ну, понятно. Вот. И с деньгами было плохо. Ну, вот то, что нам дали вот эту зарплату, это как-то, ну, помогло. Итак, мы поехали. То есть у нас после вот 3 недель работы на заводе была недельная экскурсия по Западной Венгрии. И вот интересно, мы едем, и попадаются грузовики довольно много, у которых вот на морде нету фирмы, сбита. То есть вот просто пусто, там, где должно быть лейбл, вот этот лейбл отсутствует. И мы спросили у Берти, а Берти говорит, это, говорит, Рома. Это румынские грузовики, говорит. Вот. И стал рассказывать, оказывается, у Венгрии с Румынией были, скажем так, очень напряженные отношения. Это социалистические страны обе там в Варшавском договоре, в СЭФ, но вот у них, между ними были очень сложные отношения из-за Трансильвании. Вообще Венгрия когда-то была, Австро-Венгрия в составе Австро-Венгрии. Венгрия была очень большая страна. В Австро-Венгрии наибольшую часть территории занимала Венгрия. Венграм принадлежала вот эта самая Трансильвания, там часть Западной Украины. Ну там реально населенная венграми этнически. Вот в Югославии до сих пор есть Воеводина. Вот Воеводина – это автономная область именно венгров, потому что там живут венгры. А вот венграм принадлежала Хорватия, Словакия. Вот Чехия была австрийская, а Словакия была венгерская. Столица Словакии, там Братислава, когда-то там Пресбург, она долгие годы была вообще столицей Венгрии в турецкие времена. В общем, Венгрию после Первой мировой войны очень хорошо обчикали, очень сильно. В том числе отрезали ряд областей, населенных этническими венграми, которые, в общем-то, не надо было отрезать, если по-хорошему. И вот наибольшую территорию, населенную венграми, как раз отдали Румынии, вот эту Трансильванию там. Румыны проводили политику ассимиляции принудительной, то есть не поддерживали венгерский язык, то есть вот мы все румыне, мы в Румынии все румыны. Там был вот этот Чаушеску с таким своеобразным подходом. Вот. И, в общем, венгров там угнетали. Соответственно, вот был такой конфликт. И вот в Румынии производились вот эти грузовики Рома, которые поставлялись в Венгрию, но вот венгерские водители надпись Рома сшибали. Мы ехали, дорога великолепная. То есть там, сейчас это называется автобан, тут магистраль. То есть, да, едем магистраль. Едем на запад. Мы были в Шопране, были в Самбатхее, были в Кестхее. То есть мы посетили ряд городов. Это старинные города такие, старая часть. Все как надо. Особенно Шопране, это город-музей настоящий, это памятник ЮНЕСКО. Это такой симпатичный город. И там же я в первый раз увидел Австрию. То есть мы в окрестностях Шопрана остановились там передохнуть. Нас выпустили, и Берти показал, вот смотрите, вот на той стороне, видишь, холм? Я говорю, вижу холм. И что? Я говорю, это Австрия. И мы посмотрели, и он сказал, вот в Австрии, говорит, вот в Австрии они так живут, что нам и не снилось. Я, честно говоря, призадумался, а как это нужно жить, чтобы им не снилось? Потому что так, как они жили в Венгрии, не снилось нам в Советском Союзе. Ладно. В общем, про Австрию он так сказал, что да, это, конечно, там полный супер. У меня, к счастью, появилась потом возможность это проверить лично. По дороге мы заехали на термы. Это тоже вот был первый такой опыт. То есть в Венгрии вот социализм, советское время, все там великолепно. Вот просто едешь и комплекс термы. В Венгрии вообще это популярная такая тема. Там эти бассейны, какие-то горки, какие-то вот джакузи такие большие, пузырьки там всякие. То есть то, что мы, естественно, тоже в Советском Союзе о чем понятия никакого не имели вообще. А там народ приезжает, так сказать, развлекается, очень много туристов, там он возле австрийской границы, там у них вот через железный занавес нейтральные австрийцы как-то вот свободно проезжали, как-то решался видовый вопрос, не знаю, но там вот рассчитано было на австрийского туриста и на венгров, что позажиточнее. И там народ вовсю, так сказать, развлекался. Очень интересное, конечно, мероприятие, ощущение было там,
такого не видели. И вот когда эта неделя путешествий и впечатлений закончилась, у нас осталась последняя неделя. Это неделя на Балатоне. То есть у студенческого университета этого лагеря на Балатоне. Соответственно, мы туда приехали. Это местечко Балатон-Леле. Ну, там венгры дачи держали. Ну, такой Балатон – это такое не очень глубокое озеро. Летом прогревается, там купаться можно. Вода не очень прозрачная. Она немножко такая илистая. Ну, купаться пойдет нормально, тем более там студенческие годы. Что там было пьянство. То есть там вот эта поляна перед озером, там продолжилось вот эти, каждый вечер были какие-то мероприятия с костром, там жарили сало на прутиках на костре, закусывали вот эти алкогольные напитки, развлекались. И там уже было такое непринужденное общение, все со всеми общались. В самом начале, когда мы только приехали, вернее даже когда еще в поезде ехали, нас командир с комиссаром собрали и сказали: вот у нас есть Володя Ильин. Вот, в этот момент его с нами не было, разумеется. Говорит: вот Володя Ильин, он стукач. То есть вы все должны знать, что вот этот Володя, он стукач. Соответственно, при нем, фильтруйте базар и, так сказать, думайте, потому что там воздух свободы может сыграть злую шутку и так далее, и так далее. С каждым отрядом, на самом деле, действительно прикреплялся, такой стукач. Он из студентов, просто, такой же студент. Видимо, как-то его на чем-то зацепили. Может быть, он по зову сердца. Как-то так. И вот командир знал. Соответственно, нас предупредили. Разумеется, потом и командир, и комиссар, они тоже писали отчеты. Но одно дело было писать отчет и как-то выдать свою версию правды. А другое дело делать это, так сказать, по роду обязанностей, как службу, стараясь отличиться при этом. Мы все поняли. Начнем с того, что воздух свободы действительно сыграл свое дело. Как-то с такого страх, стесненность, зажатость, они куда-то ушли. И мы действительно, мой ломаный немецкий как-то помогал общаться. Я сошелся с немцами, с группой немцев, которые были из Западной Германии. Они были вместе с ГДРовцами, тусовались, и я частенько с ними тоже развлекался. Там проходило одно очень интересное мероприятие. Была встреча интерлагеря с заместителем министра иностранных дел Венгрии. Это было некоторое политическое мероприятие, и нас собрали. Это было построено как вопросы и ответы. То есть сначала он зачитал некоторое приветствие, некоторое такое послание, которое было переведено на русский, английский. И после этого были вопросы. Это было время, если вспомнить то время, когда Советский Союз в рамках этого Варшавского договора приняли решение о размещении советского ядерного оружия в ответ на Першинги, бред собачий какой-то, разместить в Венгрии, Чехии и ГДР, что-то такое. В каких-то 3 странах, Венгрия входила в эти 3 страны, разместить там советское ядерное оружие, чтобы подвинуть его к границам западного блока и чтобы там, сказать, ответить на Першинги. Продолжение будет в 3-й части. Если видео понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, включите уведомления, будьте бодры, энергичны и внимательны, потому что и враг не дремлет, и стукач не дремлет. И пока-пока, до следующего раза.